Пробуждение Мегуми. Сукуна теряет контроль над душой, которая, казалось бы, уже давно должна была исчезнуть во мгле. Продолжение битвы. Долгожданная демонстрация от Гэга, расширение территории главного героя и смятение Двуликого. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Как и предполагалось в предыдущем ролике, план Итадори заключается не только в разговоре с Сукуной, но и в очередной попытке достучаться до души Фушигура Мегуми. Поэтому мы видим, как образ главного героя встречает непосредственно самого Мегуми, но его состояние все еще остается подавленным, ведь он никак не может забыть случившееся с Цумики, а горечь его утраты лишь усиливается от того, что все это время он жил только ради нее, желая создать мир, в котором она больше не будет сталкиваться с несправедливостью этого мира. А если бы ему этого не удалось, то Фушигура, по крайней мере, хотел сохранить мимолетные моменты ее хрупкой жизни, пока он все еще был способен стоять на ногах. Но ничего из этого Мегуми так и не смог достичь, что и привело к тому, что он окончательно опустил руки и больше не сопротивляется Сукуне. Ибо все, что ему хотелось, это снова испытывать рутину обычной жизни, провожать свою сестру и идти плечом к плечу с таким человеком, как Юдзи Итадори. Он не хотел чего-то заоблачного, но потеряв все, Мегуми не знал больше, для чего ему жизнь, говоря о своем поглощении королем проклятий, что все было нормально, который раз показывая, что он уже смирился со своей судьбой. Однако Итадори перебивает его, говоря, что раньше он не понимал таких людей, как его дед, которые прекращали бороться, несмотря на то, что шансы все еще были. Вот только поступив в магический техникум и испытав на своей шкуре ужаснейшей ситуации, которую можно было только представить, главный герой осознал, почему другие, как его дед, сделали подобный выбор. Ведь это было решение людей, столкнувшихся с неизбежной суровой реальностью. А поэтому, стоя сейчас перед Мегуми, Юдзи не мог вот так просто сказать «продолжай жить», ибо его друг был как раз таки одним из тех, кто был сломлен собственной судьбой. Так что слепое желание Итадори вернуть все на круги своя было бы неуважительно с точки зрения того, что пережил его друг. Но несмотря на это, все же главный герой не смог не выразить свои чувства, говоря, что ему одиноко без Фушигура. Поэтому ГГ все равно хочет, чтобы он вернулся. В этот момент ГГ показывает нам фреймы с маленьким Мегуми, проводя параллели, когда в точно такой же обстановке Годжо пытался расположить в себе мальца Тодзи. После чего мы вновь перемещаемся в сражение Итадори против Сукуны, которые уже выглядели в соответствии нынешнему времени. И поскольку они все еще находились внутри РТ-ГГ, король проклятий делает свой следующий ход и тут же активирует технику плетения абсолютной пустоты, дабы защититься от эффекта гарантированного попадания расширения территории. Ведь пока его мозг был все еще поврежден после боя с Годжо, он не мог использовать обратную проклятую технику для восстановления сгоревшей техники, как это сделал Сатору. Но поскольку Двуликий смог восстановить свои конечности, ему не составит труда удерживать печать и продолжать сражаться внутри вражеского домена, не теряя эффективности техники плетения абсолютной пустоты. После чего Сукуна выдвигается к Итадори, атакуя его ногой, но главный герой блокирует его удар, пытаясь сломить печать плетения. Понимая это, Рёмин тут же опрокидывает Юдзи, незамедлительно нанеся выпад с колена и затем сразу же атакуя его в голову. Ринувшись к Итадори, чувствуя преимущество, Двуликий заявил, что заставит его пожалеть за то, что он посмел смотреть на него свысока, проявляя к нему жалость. Однако внезапно его нога провалилась в тень Мегуми, шокировав тем самым Сукуну. Удары главного героя в грань между их душами и открытие своей ценности жизни в разговоре в 265 главе наконец-то пробудило Фушигура, и он начал сопротивляться Двуликому, несмотря на то, что его душа уже давно была поглощена мглою. К тому же Махарага был уничтожен, и эффективность техники 10 теней практически упала до нуля, но это все равно не помешало Мегуми бороться против влияния Рёмина. Так что, не теряя возможности, Итадори тут же переходит в контратаку, нанося противнику удар в голову. Увидев, что его товарищ наконец-то взял себя в руки, заставила Юдзи улыбнуться, понимая, что все его старания не были напрасными. И теперь ему нужно было продолжать атаковать оппонента, дабы наращивать итоговый результат. Сойдясь в ближнем бою,
бою главный герой начал неистово наносить удары по Сукуне, после чего эти двое схватили друг друга за голову, проведя точечную атаку. Однако Двуликий не выдержал напора ГГ и тут же активировал сплетение абсолютной пустоты, которое тут же ломает Итадори. Король проклятий понимает, что его обратная проклятая техника бесполезна против атак Юдзи, так что, оказавшись в такой ситуации, он вынужден был пойти тем же путем, что и его противник, а именно восстановить свою выгоревшую проклятую технику, так как это сделал Сатору Годжо. После чего Сукуна тут же направил в Юдзи несколькими косыми разрезами, разрушив его перчатку. Итадори же попытался атаковать Двуликого, но тут уворачивается и затем намеревался открыть собственную территорию. Однако внезапно он замечает, что у главного героя отсутствует безымянный палец и мизинец, после чего нас перемещают в неизвестное место, где в самом низу мы видим еще один палец Сукуны. Предполагаю, что это тот самый палец, который Киндзяку поместил в главного героя еще при его рождении. Видимо, в следующей главе он существенно повлияет на противостояние Итадори и Двуликого, раз уж Сукуна так этому удивился. И есть вероятность того, что этот палец как-то будет связан с расширением территории Юдзи, ведь несмотря на то, что эта глава наконец-то продемонстрировала битву внутри РТГГ, Акутами все еще нам не поведал о том, ни как она работает, ни о том, как она называется. А в конце еще и обратив наше внимание на палец Сукуны, помещенный в Итадори, приплетая сюда еще и Киндзяку. Так что пишите, что вы думаете по этому поводу, какую роль сыграет этот палец. И контрольный вопрос: сколько всего пальцев поглотил Сукуна? На следующей неделе у нас нет перерыва, а значит уже совсем скоро мы увидим новую главу от Акутами Гага. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.